Всем привет! В этом ролике мы поговорим об английской резинке и полуанглийской. Английская резинка — это та же самая резинка, что и патентная, у нее два названия. Полуанглийская резинка — то же самое, что и полупатентная. Полуанглийская резинка у нас не двусторонняя, а английская резинка двусторонняя. Полупатентная резинка менее эластичная, чем патентная. Посмотрите, какая разница. У меня здесь набрано 25 петель и в английской, и в полуанглийской резинке. И какая разница в ширине полотна. Полупатентная резинка красиво и оригинально с двух сторон. Очень часто этим узором вяжут кардиганы. Патентную резинку тоже используют для вязания кардигана, но за счет своей эластичности она хуже держит форму. Очень часто таким узором вяжут различные шарфики. Мы рассмотрим вязание двух этих узоров. Вязать будем из такой красивой пряжи Gazal Baby Alpaca. Пряжа представляет собой пасму на 100 грамм 320 метров в составе Baby Alpaca и мериносовая шерсть. Очень классная натуральная пряжа, но просто так взять и вязать из пасмы не получится. Пасму надо обязательно перематывать в моток. Из одной пасмы выходит вот такой моточек. Если вы этот этап решите пропустить, то нить у вас просто запутается. В палитре пряжи представлены красивые натуральные оттенки. Мой цвет 64-53. Для работы производитель рекомендует спицы 2,5-4. Обе резинки я вязала на спицах номер 4. После ВТО изделия из этой пряжи не растягиваются, но нить раскрывается и становится еще нежнее. Начнем вязание с английской резинки. Здесь я набрала 25 петель. Первую кромочную всегда снимаем, и перед нами лицевая. Лицевую мы провязываем не как обычно мы провязывали сейчас за заднюю стенку, а провязываем ее на ряд ниже. Изнаночную провязываем обычно. Лицевую на ряд ниже, изнаночную вяжу за переднюю стенку. Таким образом довязываем ряд до конца. В конце ряда одна лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Разворачиваемся, второй ряд, и все последующие ряды провязываем точно так же. Изнаночная обычно, лицевые на ряд ниже. Так будем вязать на нужную нам высоту. Замечательная эластичная резинка, которая всегда выходит ровной и красивой. Для вязания полуанглийской резинки я тоже набрала 25 петель. Первую кромочную снимаем и провязываем первый ряд точно так же, как мы вязали английскую резинку. Лицевые провязываем на ряд ниже, изнаночные провязываем обычно. Довязываем ряд до конца. А второй ряд мы просто провязываем по узору, так как у нас лежат петли. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. То есть во втором ряду у нас идет резинка 1 на 1. Таким образом, чередуя два этих ряда, вяжем на нужную нам высоту. Такой не менее замечательный, красивый узор. Тоже всегда ровная резинка и всегда интересная с изнаночной стороны. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.